Вязание начинается с одной петли. Мы делаем петельку, заходим внутрь, захватываем рабочую нить, и у нас образовалась первая петля. Перекладываем спицу в левую руку, заходим в эту петлю и захватываем рабочую нить. У нас образовалась петля. За заднюю стенку мы ее одеваем на спицу. Вторая петля готова. Заходим в образовавшуюся петлю правой спицей, заходим под рабочую нить, вытягиваем петлю, и за заднюю стенку петли мы одеваем ее на спицу. Заходим в третью петлю, вытягиваем рабочую нить и за заднюю стенку одеваем ее на левую спицу. У нас образовалось 4 петли. Теперь мы заходим в первую петлю, вытягиваем длинную петлю, делаем накид, петля, накид, петля, накид, петля, накид. Нам надо сделать 5 штук. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. Снимаем петлю со спицы, заходим внутрь вытянутых петель и перекидываем с правой спицы на левую и провязываем все одной лицевой петлей. Одеваем петлю за заднюю стенку с правой спицы на левую. И у нас готова первая шишечка. Теперь нам нужно заходим в эту же петлю, которую только что мы одели с правой спицы на левую. Вытягиваем рабочую нить и одеваем петлю за заднюю стенку на левую спицу. Заходим еще раз в эту петлю, только что образованную, и провязываем новую петлю. Заходим в петлю, захватываем рабочую нить и за заднюю стенку одеваем ее на левую спицу. Нам надо таких 4 петли, чтобы у нас было 4 петли. Теперь мы заходим в первую петлю и вывязываем шишечку из 5 протяжек. Заходим под рабочую нить, вытягиваем длинную петлю, накид, длинная петля, накид, длинная петля, накид, 4, накид, 5. Снимаем петлю с левой спицы, заходим левой спицей внутрь нашей шишечки и провязываем все лицевой петлей. Одеваем эту петлю на левую спицу. У нас образовалась вторая шишка. Теперь заходим в эту петлю, которую только что провязали, вытягиваем рабочую нить, одеваем образовавшуюся петлю за заднюю стенку на левую спицу. 1, 2, вытягиваем ниточку. Петли, которые у нас на левой спице, мы их не снимаем. За левую, за заднюю стенку
не за левую, а за заднюю стенку мы одеваем петельки на левую спицу. Нам надо так сделать 3 раза. Вот смотрите, мы 3 раза сделали, у нас одна петля, она уже была после провязывания шишечки. И после того нам надо сделать еще 3 петли. Теперь заходим в первую петлю и вывязываем шишечку. Вытягиваем длинную петлю, считаем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Снимаем эту петлю со спицы, заходим левой спицей внутрь шишечки и провязываем лицевой петлей. Вот так. Снимаем шишечку с левой спицы и одеваем эту петлю, образовавшуюся, на левую спицу за заднюю стенку. У нас образовалась 3-я шишечка. И так нам надо провязать столько, сколько вам нужна ширина изделия. Заходим в образовавшуюся петлю, вытягиваем петельку, за левую стенку одеваем ее на левую спицу. Петелька образовалась. Заходим в образовавшуюся петлю, вытягиваем рабочую нить. Петелька, которая у нас только что образовалась, мы ее за заднюю стенку одеваем на левую спицу. Нам надо таких 4. Одна у нас есть, еще 3. Заходим в образовавшуюся петлю, вытягиваем рабочую нить. Петельку не снимаем и за заднюю стенку одеваем ее на левую спицу. У нас образовалось еще 4 петли. Теперь заходим в первую петлю и вывязываем шишечку из 5 протяжек. Первую длинную петлю, накид, вторую из одной петли накид, третью, накид, четвертую, накид, пятую. Снимаем петлю с левой спицы. Левой спицей заходим внутрь шишечки и провязываем лицевой петлей. Образовавшуюся петлю мы одеваем за заднюю стенку на левую спицу. У нас образовалась еще одна шишечка. Заходим в петлю, захватываем рабочую нить, одеваем образовавшуюся петельку с правой спицы на левую за заднюю стенку. Петелька есть. Заходим в петельку, вытягиваем петлю за заднюю стенку, одеваем ее на левую спицу. Заходим в петлю, захватываем рабочую нить, одеваем образовавшуюся петельку левой спицей за заднюю стенку. У нас получилось еще 4 петли. Теперь заходим в первую петлю, вытягиваем первую длинную петлю и считаем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Петельку снимаем. Левой спицей заходим внутрь шишки. Перекидываем эту шишечку с правой спицы на левую и провязываем лицевой петлей.
Снимаем шишечку с левой спицы и одеваем образовавшуюся петельку на левую спицу. У нас образовалась еще одна шишечка. Это и есть первый ряд. Вы набираете столько, сколько вам нужно. Теперь для симметрии у нас получается, смотрите, здесь 3 петли и здесь мы заходим в петлю, делаем одну петлю, одеваем ее за заднюю стенку на левую спицу, заходим в образовавшуюся петлю и вывязываем еще одну петлю, одеваем ее за заднюю стенку на левую спицу. Это у нас были петельки для симметрии. Теперь первую мы начинаем вязать второй ряд. Первую петлю кто как вяжет. Я первую кромочную петлю снимаю. Далее 2 лицевые. Один, два. Теперь смотрите, у нас между шишечками есть пространство. И нам надо набрать 3 воздушные петли. Кто-то делает вот так 3 накида. Я делаю вот так. 1, 2, 3. Провязали. Далее вяжем 3 лицевые петли. Можно, еще раз говорю, сделать 3 накида. Они нам заменят 3 петли. Либо сразу переворачиваем петельку. Ой, рабочую нить. У нас образовывается петелька, и мы одеваем это все на правую спицу. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 петли. 1, 2, 3. Или 3 накида. 3 лицевые. 3 накида. 1, 2, 3. 3 лицевые. И в конце ряда у нас 2 лицевые. И кромочную я вяжу изнаночной. Вот такая вот получилась красота. А далее мы вяжем по рисунку. Ну, здесь по рисунку у нас изнаночные. Полностью до конца ряда изнаночные петли. Те петельки, которые мы набрали накидом, они вот провязываются. И получается вот так. Далее 3 изнаночные, которые были у нас изначально по рисунку. Потом вот этот накид провязываем. Три изнаночные. 3 петли накида. Вот они у нас образовались. Очень удобно, если вот так вязать, набирать петельки. Не знаю, какой это способ. 3 изнаночных. Вот сейчас мы провязываем 3 накида. Напишите в комментариях, что это за способ. И в конце ряда по рисунку 3 изнаночные петли. И вот такая у нас красота получилась.
Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А всем пока-пока.